Берточка пришла. Берточка. Берточка. Кошечка моя пришла. Берточка. Посетила. Девочки, я простыла. Не простыла, наверное, иммунитет упал. Добрый вечер всем. Берточка моя пришла, глядите. Красавица. Завтра она у нас поедет домой к себе. Просуда выскочила, 100 лет не выскакивала. А вон там Марточка ходит, ревнует. Там вон Марточка сидит. А тут Берточка сидит. Вот. Вот они. А вон там Марточка. Видно Марточку, не видно. Девочка маму ревнует. Сидит. Где она там? Видно ее, нет? А это Берточка, красавица. Да, куколка сидит. Это куколка сидит. Да. Берточка, девочка, красавица пришла ко мне. На окошке сейчас лежала, не жужжала. Смотрит, короче, Марточки нет. Марточка была там, у папы. И думает, дай-ка я подойду. Только Берточка подошла, и Марточка тут как тут. Сразу услышала, что мама тут не одна с Берточкой. И тоже сидит, ревует теперь. Вот. А мы с Берточкой, с красавицей. Да, Берточка? Берточка, да, девочка. Это красавица, кошечка. А Марта идет, ревнует. Марта ревнует. Гляньте. Гляньте, ревность какая, а. Потому что ведь мама-то Мартина, а не Бертина. Я не могу. С этими зверями они меня улыбают. Во. А это шипит на Марту, шипит. Это шипит. Тоже меня ревнует. Не подпускает Марту к маме. Зверье мое. Гляньте на них, гляньте. И это шипит, вся как пантера лежит. Ага. А та ходит, смотрит. Боится. Ой. Побежал. Боится. Мелкая, боится. Кошка. Ой, Марта. Как его? Меньше в 3 раза Берты. В 3 или в 4 раза меньше. Вот. Берта крупная. Она килограмм где-то, наверное, ну сколько? Так приблизительно на вес весит где-то килограмм 8. Вот. Она такая тяжелая, штучная девочка-то. А Марточка у нас весит 2,5 килограмма. Вот и подсчитайте. Берта такая, знаете, легкая. Вот она идет, когда по комнате, да, заходит, ее не слышно вообще. Она прыг и на подоконнике. Она хоть и большая, но она же кошка. А Марточка, ее сразу слышно. А Берточка маму не дает. Она маму не дает. Да, Берточка? Да, Берточка? Она шипит, но она маму не дает. Да, грязная. Пылюки. Сегодня там сколько пыли было. Да, Берточка? Девочки, потом я вам покажу. Завтра буду делать плитку на пол стелить. Там сегодня все сделали. Там осталось обои поклеить на кухне. И плитку на пол завтра плитку положит Артур. Хорошо он сделал, там очень мне понравилось. Завтра я вам, девочки, покажу. Завтра, может, послезавтра покажу. Время, короче, сейчас у нас сколько? Без 15:08 вечера. Я так и не спала. Там вы пишете, афобазол надо выпить. А у меня есть афобазол в аптечке. Надо вставать. Взять. Там есть старые, правда, таблетки. Сколько им там? Там остатки.
сколько таблеток было в этом блестере. Года 3, наверное, валяется уже. Там они у меня лежат. Я знаю, они лежат. Ну, надо же взять их. Ой, объелась пельменей, домашних пельменей. Сколько пришел с работы. Сварила по 25 штук. Я так есть хотела целый день, потому что ну, там места не было кушать, варить. Потому что там Артур занимался же, все работал. И вот. Жутко была, короче, голодная. И потом сколько вечером сварила по 25 штук домашних пельменей, девочки. А я от голода сварила 25 штук себе, 25 штук ему, да. И я объелась. Вот представляете, я просто 20 штук съела, да. А 5 штук просто не могла их выкинуть. Домашние пельмени не могу же выкинуть я. И я так объелась. Я вот не то, что объелась, я просто, короче, обжралась, девчонки. Обжралась, и мне прям, знаете, до тошноты просто переела. Ну, практически, что там, целый день только чай пила там. Раза 2 или 3 мороженое с утра съела. И все, короче, ничего так нормально не поела. А потом под вечер, где-то час тому назад поели. И мне прям до тошноты. Просто переела и все. Караул. И, кстати, знаете что, девочки? Даже я удивляюсь вообще над хозяйкой, да? Почему я должна звонить к ней? В прошлый раз она, короче, должна была забрать Берту. Мы должны ей отдать были в понедельник. Она говорит, я не могу ее забрать, давайте во вторник. Ага. Я говорю, во вторник вам ее никто не может привезти. Я говорю, давайте отложим на субботу. А главное, я звоню, понимаете? Не она звонит. Она накануне должна в воскресенье не позвонила и не предупредила, что в понедельник она кошку не сможет забрать. Я позвонила к ней в понедельник. Я думаю, ну ладно, в воскресенье не буду звонить. Я ей позвонила в понедельник. По факту, да. Спросить, это, к 4 часам вечера она должна была подъехать. Подвезти ли кошку. Она сама Чебоксар. Надо было встретиться в Новочебоксарске, передать кошку. Она, главное, вообще не звонила. Я ей где-то позвонила в час. Она сказала, не могу. Давайте завтра, говорит. Во вторник, значит, да? Почему я должна звонить? Она не звонит. И сегодня вот уже завтра надо, она сказала, что заберет. Надо ей кошку передать. И ждет, когда я позвоню. А почему я должна первой звонить? Она же хозяйка кошки, девочки. Вот тоже такая вот какая-то скользкая, это такая, знаете, вот хозяйка вот эта вообще скользкая. То уж я не могу, переживаю там за нее. Она у меня там, наверное, корм закончился. Такая вся такая, знаете, когда я к ней позвоню, и я говорю, вот вы, говорю, когда можете забрать, тогда, говорю, мы не можем к вам привезти. Потому что был один договор на один день, да, вот, привезти. В тот день она не смогла, ладно, отложили. Теперь, короче, мы не смогли отвезти. Понимаете? И главное, я звоню, удостовериться. Готова она забрать кошку в тот день или не готова, да? Я вообще не понимаю, девочки, такой народ вообще. Ну, что за хозяйка такая? И сегодня вот уже время, сейчас 8 часов доходит, без 10, да? И она, главное, не позвонила. Завтра же надо ее отвезти. Во сколько привезти, во сколько заберет она передать ей кошку. В первой половине дня, во второй. Она даже не думает, понимаете? Она не думает. А я решила ей не звонить. Не буду звонить и все. Почему я должна тратить свои минуты? У меня там тоже как бы безлимитный, да, разговор. Но они же там, у меня минуты есть. Вот, на месяц, да. Я сейчас должна, у меня, когда звонишь, у меня минуты расходуются. Ну, по тарифному плану, да. Вот. Почему я должна? Она, главное, девочка, работает врачом. Понимаете? Она врач, да? Молодая она. Вон, убежала Берта. Ну-ка! Ну-ка! На Марту нападает. На Марту нападает. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Напала на тебя, да, она? Укусила, что ли? Ой, господи, чудо. Мявь, 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 мявь. Вот. Вот моя пришла. Ой, укусила она ее или поцарапала.
обидела Марточку, а потому что Марточка на маму смотрела, а Берточка меня ревнует. Я на Марточку там лапой задела и убежала. Марточка заплакала, она убежала, сейчас на кошка. Она не, они, знаете как? Марточка ревнует Берточку ко мне, а Берточка ревнует Марточку ко мне. Вы понимаете? Вот такая ревность у них у обоих. Потому что, ну, я, конечно же, люблю Марточку свою, конечно же, я люблю, это же моя девочка. Ну, и Берточку я не могу обижать, понимаете? Хоть она и гостья у нас, да? Но я ее не могу обижать, я ее тоже люблю и ласкаю. Ну, вот я такой просто человек, понимаете? Я такая дурная. И это. Я Берточку тоже люблю, но я ее люблю как гостью, Берточку. Вот. А Марточку люблю как свою дочечку законную. Вы понимаете, да? Ой. И вон, смотрите, сейчас она у меня легла, вот смотрите, лежит. Вон. Вон, видите, лежит, вот. Вон, все. Марточка, дочь. Смотрите, мордочка. Обиделась, обиделась, моя детеночка, моя красавица. Все, она маме легла и лежит. Вот она. Марточка, дочь. Мартонь. Мама твоя, ведь твоя обезьянка. Ноготь так, девочки, смотрите, все ногти, вот все уже нормально, да, один ноготь никак не слазит. Один единственный, полногтя остался. Я уже обрезала все тут. И вот. Ой. И у меня, короче, нет возмущения предела, девочки. Она врач. Работает в частной клинике. И я не знаю, сколько лет, но ей где-то приблизительно лет 35. Как бы, понимаете, мы уже встречаемся же не в первый раз. И по ее поведению я смотрю, да, по разговору, да. Она вроде бы как бы не замужем она по ее поведению. Ну, видно, когда там женщина замужем, когда не замужем. Вот. Она такая какая-то, знаете, при общении с ней общаешься, она какая-то рассеянная. Рассеянная. Она девка неплохая, я ничего не могу сказать. Ну, как бы сказать вам, слово не могу сказать правильно, сосредоточенная, извините, не сосредоточенная она, понимаете? Вот. И как бы так вот. И такое вот отношение, да, не сосредоточенное, да, она. Видите, вроде бы она и любит свою кошку, да, она ее любит, все, она у нее это ухоженная, все, да. И вот так вот, девочки. А я звонила в прошлый раз. Видите, раз у нее не получилось, у нас не получилось, я не буду звонить. Вот. Позвонит, пускай сама. Не позвонит сегодня. Позвонит, если она завтра, во второй половине дня, да, и скажет, давайте перевезите мне сейчас через 2 часа. Никто не поедет, завтра ей не повезет. Вот, например, она завтра позвонит часов 2-3, да, в дня, и скажет, привезите сейчас в 4-5 часов мне в Новочебоксарск кошку. А у меня что у нас вот? Автомобиль, что ли, свой вертолет, что ли? Она знает, что мы в Марпасаде, что она знает, что она привозит, мы ее первый раз, когда с ней познакомились, мы ее брали на передержку, в Новочебоксарске мы находились. Вот она нам первый раз привозила сюда. Потом она уже второй раз, по-моему, привозит в Марпасад. Мы ее забираем в Новочебоксарске, она привозит в Чебоксар, мы ее забираем в Новочебоксарске и сами привозим домой сюда. Потом мы везем ее в Новочебоксарск, передаем ее в Новочебоксарске, она с Чебоксара ее встречает, приезжает и забирает домой. Понимаете, да? Она знает, где ее кошка находится, где мы сами живем, она все хорошо это знает. У нас нет своей личной машины и нет своего личного вертолета. И никто ей не повезет прям сразу по факту. Это ее проблема. Не сможет она завтра сегодня позвонить, завтра никто ей не повезет во второй половине дня. Значит, повезут ей в воскресенье. Пускай говорит заранее. А не позвонит, значит, будет у меня кошка, значит, до следующей субботы жить. Я ее не выгоню, конечно же, Берточку. Пускай живет. А если она позвонит в воскресенье поздно вечером, да, и скажет, привезите, либо, после обеда, и привезите, никто не повезет ей кошку. Все, а с понедельника рабочие дни. Я не повезу. Коля на работе. Вот так. Вот такое отношение. Вы поняли меня, не поняли, не знаю. Все мы разные. Вот.
Все мы люди разные, у каждого свое мнение. Я на своем канале высказываю свое мнение. Читая ваши комментарии, я тоже, как бы, знаете, понимаю из описаний ваших комментариев, да, представляю с каждого комментария, представляю, что каждый, ну, из вас, как бы, что за человек. Который человек мне оставляет комментарий, да, я читаю комментарий, я же не знаю вас, кто вы там под этими комментариями, да, я характеризую вас, читаю ваши комментарии. Вы оценивают, вы также оцениваете меня, да, по меня видео, по моим рассуждениям, вот. И я высказываю свое мнение, вы пишете свое мнение. И как бы мы друг друга характеризуем, да. Каждый смотрит со своей колокольни. Я смотрю на вас со своей колокольни, на каждого из вас, кто мне оставляет комментарий. А вы смотрите на меня со своей колокольни. Вот. Ну, как-то так. Я надеюсь, что меня поняли. Не знаю, поняли, не поняли, короче. Не поняли, не поняли. Я вообще по этому поводу не парюсь, если вы кто-то там меня не понял. Вот так вот. Это мои рассуждения. Вслух, так сказать. У меня выскочила простуда. И пиздец. И я уже не молодец. Есть таблетки. Сейчас намазала я мазью этим ацикловиром. Вон она лежит. Есть у меня таблетки ацикловир. Сейчас я встану, не поленюсь. Все равно надо руки помыть, пойти после Берты. Попить воды. Руки помою, попью воды. Залезу в аптечку, достану ацикловир таблетки, потому что у меня простуда не пройдет просто так. Вот это не простуда, и вот это герпес. Обычно говорят, это простуда, это не простуда. Герпес выходит, когда у человека слабеет иммунная система. В связи вот сейчас вот с этим неврозом моим, да, естественно, у меня упала иммунная система. Мой недосып, вот это все, вот это. Это все вот вылезло у меня на губе. Давно у меня 100 лет не было. Ну, года 3, наверное, точно не было. Ну, не 3, ну, года 2 точно не было, наверное. Вот, раньше, когда я молодая была, у меня часто выходило. Очень часто. Вот. А то говорят же, да, раньше, как вот, я знаю, по молодости, когда у меня выходило, и говорили, что это это простуда. Вообще нет, на самом деле это не простуда, это ослабшая иммунная система. Герпес – это хроническое заболевание, и когда у человека ослабнет иммунитет, герпес выходит. Поэтому объясняю следующее. У меня он не проходит просто ацикловиром мазью мазать. Он пройдет, но не сразу. Пройдет он, конечно, если я вообще мазать не буду ацикловиром, у меня губу всю вывернет. У меня герпес будет по всей губе на 2-3 день. Это будет вообще трубодело. Чтобы этого не было, я начинаю мазать, он не будет проходить, но он не будет расти дальше. Будет держаться вот такая херня у меня неделю, а может и 10 дней. Мне нужно обязательно выпить таблетку. По таблетке 3 раза в день. Обязательно зацепить первые 2 дня. Обязательно. Вот сейчас она у меня выскочила. Мне сегодня надо выпить сейчас таблетку, а завтра утром таблетку, в обед таблетку, вечером таблетку. Послезавтра ее уже не будет. И мазать. 3-4 раза в день мазать. И 3 таблетки в день. Вот первые 2 дня, если я поймаю, то зашибись. На 3-4 день у меня не будет герпеса. Я имею в виду. Голова болит. Сейчас выпью афобазол. Пойду. Найду. Попью воды. Выпью активиген. Досмотрю фильм. Смотрю фильм, там интересный. Ой, с этим кино, блин. Вот. Колечко там обои убирает на кухне. Скоблит. Я ему говорю, ложись, отдыхай. Устал, наверное. Ну, он такой, знаете, вот ему хочется быстрее. Ну, пускай он сегодня эту всю грязную работу сейчас делает. Если бы человек устал, то бы он лег бы спать. Я его не заставляла. Я говорю, Коль, давай, говорю, сейчас, говорю, покушаешь и ложись спать, отдыхать, ты устал. Нет. Я знаю по себе, если я устану, я силом никогда ничего делать не буду. Завтра, тем более, целых 2 дня впереди,
Можно было выскоблить эти стены за 2 дня вот так вот. Никто его не торопит. Я говорю, ты завтра можешь выскоблить, послезавтра эти стены можешь скоблить. Линолеум он уже убрал, скрутил линолеум там с пола полностью. Хотели разрезать линолеум они пополам. Сначала одну половину, потом вторую. Я сказала, не надо мне резать линолеум. Пригодится, не пригодится. Я дала указание свернуть его целиком. Полностью. 5 квадратов. Не знаю, может пригодится где, а может и не пригодится. Свернуть и все. Унесем его туда в квартиру, поставим на балкон. Пускай лежит. Вот. Он не рваный, он хороший. На кухне у нас хороший линолеум был. Там не было дырок. А рванина там не было. Вот. А вот где-то пригодится. Селить. Мало ли. Вот. Все деньги стоит. У меня бабушка, царствие небесное, говорила всегда. Старого не поносишь, нового не увидишь. Но все же не запомнила я ее слова. И вот так живу всю жизнь. Надо, не надо, пускай будет. Не надо будет, постоит, можно выкинуть всегда. Вот у Ладошки в квартире, когда купили, да, квартиру у Ладошки, у него, значит, перезалит... О, пришла, смотрите. И Марта сидит, и Берта. Смотрите, пришла. Не имется ей, посмотрите. Смотрите. Пришла, видите? Видите, что делается? Видите, что делается? Видите? Нет ей покоя. Марточка сейчас не видит ее, отвернулась, смотрите. А этой покоя нету. Видите, какая? Ревнует меня к Марте. Видите? Видите, что творится? Вот это зверье мое. Видите? Вот, видите, красотка какая. Если бы я была бы таким плохим бы человеком, она бы, конечно, ко мне не подходила же, правильно? Я же к ней очень хорошо отношусь. Как к своим прям родной кошечке. Прям как будто она моя родная уже. Понимаете? Они же кошки, все собаки же чувствуют. Плохому человеку разве подойдет животное? Никогда в жизни. На пушечный выстрел не... это не то, что подходит, еще и ревнует. Дерется, блин. Эх ты, Берта. И плохого слова не сказала. Не скажу. Ну и вот. Что говорил сейчас? Девочки, я забыла уже. С этим животным миром я забыла, что говорила. Квартиру купили. И вот прежде чем заливать новый пол, у старых хозяев, там был старый линолеум, старые полы были в зале. Ну и на кухне, и в прихожей, да. Он же все менял, там весь пол заливал. Вот. Но сверху на старый пол в прихожей и на кухне лежал новый утепленный линолеум. Вот такого же цвета, как мои вот эти входные двери, вот эти вот межкомнатные двери. Фу, блядь, цвет венги. Вот. И, короче, это. И когда он все это убирал, разбирал в зале, сначала пол разобрал, потом залил и стал убирать линолеум. А линолеум новый был. Они просто старый пол застелили на кухне новым линолеумом. А я не люблю этот цвет. Он венги, он... Знаете, почему я не люблю? Видно сразу на нем всю пыль всегда. На темной мебели, как на темном линолеуме, да, на темных полах, наверное, знаете, да? Всю пыль видно, всю грязь всегда. Но мало ли, а линолеум новый, с утеплителем. Плотный такой, толстый. И вот, я Ладушке говорю, Ладош, сынок, я говорю, ты линолеум не выкидывай, говорю, потом постелишь к себе на пол. Мама говорит, мне он не нужен. Я говорю, ну хорошо, сынок, не нужен, скрути, говорю, да, и поставь на балкон. А зачем, говорит, он тебе? Я, говорит, его выкину. Я говорю, Ладуш, не надо выкидывать. Он же новый линолеум. Ну, пользовались они там, может быть, год-два, вот так. Он не рваный, ничего, девчонки, был. Вообще. Вот. В хорошем состоянии. Свернул, поставил на балкон. На балконе стоял. Ты, говорит, его заберешь или не заберешь? А куда нам забирать? Сюда же не заберем. Я говорю, потом заберем. Может пригодится. И тут покупаем мы квартиру. Практически через год, да? Берем. И я вспоминаю о линолеуме. Я знал, что он стоит на балконе, у него линолеум скрученный. Я говорю, Ладуш, надо мне, говорю, это на машине привези, как говорю, линолеум. А нам как раз вот в эту квартиру, которую мы купили, сейчас бы его постелить туда,
на первом этаже-то, да? Мы же полы не заливали же там новые, и не собираемся заливать. У нас размеры стандартные, что и у него квартира, что у нас квартира, понимаете? Одинаковые, они стандартные квартиры. Кухня стандартная, прихожая стандартная, зал стандартный. Там все стандартно идет. Там ГОСТовские вот эти старые дома при Союзе, которые были построены. Вот. Я говорю, привези, говорю, я говорю, постелю, говорю, у нас там рваный линолеум в квартире, в прихожей и на кухне. Вообще, ну, я вам показывала, там у меня есть ролики, да, убитый намертво. Я говорю, постелю. Он говорит, мама, я выкинул. Я говорю, ты пошутил, что ли? Он говорит, нет, я просто выкинул. И он просто, он говорит, ты стоял, тебе, ты, говорит, не брала, тебе не надо, видимо, было. Я говорю, тебе мешало, что ли, на балконе стоял он? Ну, я говорю, думал, тебе не надо, и все, выкинул. Вот так, девочки. А вот если бы он бы его не выкинул, сейчас бы как мне бы хорошо бы пригодился он. У меня там, вот, мы же не думали, что мы купим квартиру, правильно? А мы купили, а там рванье. Понимаете? Там рванье. А новый покупать я не хочу туда. Мы же там все равно же не живем, не будем жить в той квартире. Вот. А рванье надо поменять. И вот я что думаю сейчас. Сейчас вот с этой кухни, с моих 5 квадратов, там у меня кухня 8. Там кухня у меня 8, около 9 квадратов. Там большие кухни, что у Лавки, что у нас. Здесь у меня 5 квадратов кухни, да. Этот линолеум, конечно, не подойдет на кухню. Вот. Но сейчас этот линолеум заберу. Потом мы будем плитку ложить в прихожей. Я хочу, вот сейчас я плитку, которую ложить, завтра будет, Артур будет ложить на кухне. Мы такую же будем плитку делать в прихожей потом. Не сейчас, не завтра, не послезавтра. Ну, не на днях, а вот будем делать, да? В прихожей и в ванной комнате менять. У нас будет одинаковый пол плиточный. Кухня, прихожая и ванная. Здесь в квартире, в этой квартире. Вот. В прихожей я тоже заберу на линолеум, да, соверну. Потом я вот здесь хочу поменять линолеум или ламинат буду стелить в зале и в спальной, да? Вот, тоже линолеум сверну. И потом я, может быть, из этого старого линолеума хотя бы, да, в той квартире поменяю рванину. Почему? Я не хочу, девочки, туда покупать новый линолеум. Там же люди будут жить, квартиранты. Для чего мне для квартирантов покупать новый линолеум? Понимаете? Ну, вы мне поняли мою мысль, да? Я сейчас так долго вам говорю, у меня голова и так болит. Я хочу просто вам разжевать это все. Мне еще и подташнивает от обжорства пельменей. И башка еще болит от невысыпания. Я так и не спала. Я вот сегодня 2 часа поспала, и ничего. И вообще ничего. Я просто вам разжевываю, чтобы вы меня поняли. Я уже с этим линолеумом, я уже, знаете, просто вы, кто новенький, да, вы не знаете, кто люди вот пришли ко мне на канал, вы просто не в курсе событий. А уж которые меня смотрят люди давно, да, наверное, скажут, уже у Ольги крыша поехала. Ну да. Но надо же разъяснить людям, которые еще только пришли на канал ко мне. Почему крыша поехала? Я же должна разъяснить. Правильно? В чем дело-то у меня все происходит? Вся загвоздка с этими линолеумами-то. Линолеумом. Сейчас я буду здесь. Сейчас мы кухню сделаем. Ремонт. Следующий ремонт у меня идет прихожая. Панель еще покупаю. Панели как вот... У меня же маленькая прихожая здесь, и там узкий коридор, да? Вот такую же панель купим, докупаем. Как маленькая прихожая, да? При входе. Буду делать в коридоре там. Здесь. Ну, здесь, в квартире в этой. Одного цвета прихожая у нас будет. И плитка. Это следующий ремонт у меня идет. В ванной плитка половая. Потом это все делается, а потом перехожу на зал. Зал. Снимаю потолок полностью. Снимаю потолок полностью. Буду менять потолок. Мыть не буду, девочки, этот потолок. Мне надо его снять, чтобы вот эту стену, я уже говорила про эту стену, я тоже миллион раз сказала. Ее надо утеплить. Чтобы ее утеплить, надо снять потолок, убрать гипсокартон старый снять, который тоже самый был, как на кухне у нас там наклеен весь, да? Его надо оторвать. Только туда надо положить утеплитель. Потом эти доводчики, заводчики, эти железки, да, которые вчера покупали, как они называются, профиля.
Потом новым гипсокартоном все закрыть. Утеплить вот эту стену надо мне. Вот это у нас зимой холодная стена, у нас же угловая квартира. Вот. Эту стену сделаем. Делаем новый навесной потолок здесь, глянцевый, тоже белый. Потом пол. Пол, не знаю, девочки, хочу подсчитать сейчас, что. Покупать линолеум. Я посмотрела ламинат сегодня. Там есть дорогой ламинат, есть дешевый ламинат. Посчитала по отзывам. Квадратный метр неплохого ламината. Можно, конечно, авах-вах какой купить, да, за квадратный метр можно и 6 тысяч отдать. Понимаете? А есть квадратный метр 680 рублей, 700 рублей квадратный метр. Сюда надо 16 квадратов. Вот, покупать линолеум на этот зал 15-20 тысяч. Прежде чем стелить линолеум, тут надо залить жидкий пол. Я говорила, его надо выровнять. Овчинка выделки не стоит. Мне на 20 тысяч купить линолеума, купить жидкий пол, да? То есть на 20-40 тысяч обходится. Это минимум, да? Минимум. Мне одно надо. Я могу купить ламинат тысяч на 12. Вот этот вот, ну, дешманский самый, да? Он неплохой, кстати, ламинат. Там разница небольшая в качестве чуть-чуть. Вот. Покупает тысяч на 12, ну, грубо говоря, пускай даже на 15 вместе с подкладкой. Вот такая там подкладочка идет, да, под ламинат. Если кто знает. Сначала можно не убирать старый линолеум. Прям вот на этот линолеум, на старый можно. Кладешь подкладку и потом стелишь этот ламинат. Ну, там эти подкладочки тоже кладешь, чтобы где неровности. У нас не совсем кривой пол, но где неровности, можно эти подкладки там. Ну, вы поняли, выровнять ламинатом пол и все. И все, девочки. Меньше работы и меньше затрат. Вот и все, девочки. А на вечно все равно ничего не сделаешь. Линолеум, вот сейчас прожили мы 7 лет. У нас тут порвался линолеум, тут порвался, да, 7 лет. За 7 лет он порвался, здесь у нас рваный линолеум в зале. Вот. Вечного ничего не может быть. Даже если ламинат стелить, там тоже сроки, да, есть. За 10 лет, там, да, за 5-10 лет все равно надо будет потом менять ламинат. Все равно надо его менять, да по-хорошему. Также и линолеум надо менять. Ну, просто я не могу стелить линолеум на свой кривой пол, блядь. Мне надо его выровнять. А я просто линолеум пол не выровню. Вы меня поняли, да? Посмотрите. Вот на эту хвостатую. Мяу, 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 мяу. Смотрите, ну что она со мной делает-то? Ну что это? Мурмур, мурмур. Смотрите. Мурмур, мурмур. Вот что с ней делать, а? Толстуха. Ну что с ней делать? Мурмур, мурмур. Мурмур, мурмур. Ну что с ней делать, а? Это хвостатая. Мурмур, мурмур. Смотрите на нее. Эта девка толстая. Если вы только знали, какая она. А это, смотрите. А это спит. Она не видит, что тут Берта. Она просто не видит. Она уснула, и все. Смотрите. Смотрите. В мире животных у меня. В мире животных. Это вообще неподъемная. Это такая, я не знаю, такая мясистая, прямо как я. Мы с ней одинаковые. А Марточка у нас как папа тощая. Вот семейство, представляете? Кошка у меня, Берта, подобранная под меня прям. А Марточка под папу у нас. Ой, Берта, хвостатая. Хвост как труба, блядь. Смотрите на нее, посмотрите. Посмотрите на нее, а. Вы гляньте на это чудо. Это моя заноза. Это заноза моя. Ой, жопа маленькая. Вот так и живем. Ладно, что-то болтала. Короче, с вами наговорилась я. А, кстати, знаете, как животные успокаивают? Я вот честно скажу. Марточка, вот Берточка рядом со мной. Прям успокаивают девчонки. Угу. Особенно кошки. Собаки, может, не так успокаивают, а кошки успокаивают. Вот она возле меня крутит хвостом, да, вертит, да. Вот я ее трогаю, вот так вот глажу. Кошки, они, смотрите, они это, плохую энергетику все же чувствуется, забирают плохую энергетику, забирают, отдают хорошую. Они же говорят, кошки берут все болезни в себя. Вот. Я прям чувствую.
Мне прям вот хорошо. Представляете? Хоть я и в волосах после нее все, у меня и во рту волосы, и везде волосы. Ну, мне нормально. Я уже привыкла, блядь, к ее волосам. Волосы у нас везде, но мне нормально с ней. Мне, короче, по кайфу. Мне по кайфу она такая девка. Такая девка, такая, вцепилась я, такая девка. Ладно, короче, побежала я таблетки пить. Мне хорошо рядом с тобой. Ну, надо же встать. Сейчас эту надо поднять. Эту. Потом вот эту надо поднять. Потом самую надо подняться. Представляете? Пойду руки помыть. И пить хочу, умираю. Там у меня газ, вода из 2 бутылки. Мне Колька принес минералки. Газ. После пельменей наелась. Сейчас пойду газ воды попью. И таблеточки выпью. Пойду колечко, потом проверю. Проверю сейчас контролер. Так, а что он там делает? Девочки, до встречи. До встречи.